Всем привет! Сегодня у нас обзор на гонку от Амфинга Sprint Trophy. Новый формат. Они предложили поехать 3 гонки подряд. Каждая гонка по 10 минут. Перед каждой гонкой новый случайный карт и квалификация длиной 1 круг. То есть сейчас начинается мой квалификационный круг. Мы полкруга назад выехали из питов. И как только пересекаем стартовую линию, начинается зачетный квалификационный круг. Прямо сейчас он уже идет. Как только мы линию старта пересечем еще раз, все, квалификация закончена. Что ты смог за 1 круг сделать, такое место ты получишь на стартовой решетке. Чтобы понять, что за карта вообще было только, не знаю, 3/4 круга, и всех выпустили достаточно равномерно. То есть я попытался в начале круга оставить себе небольшое пространство перед людьми впереди меня, но уже сзади меня тоже кто-то догонял, и нужно было стартовать и ехать в свое время. Вот, поэтому здесь я немножко, чуть-чуть потерял время на обгонах, поворотах. Здесь мне нужно пропустить какого-то человека вперед, потому что иначе он выбьет просто меня с трассы. Но зато я получу от него немножечко слипстрима. Ну и все, таким образом кончился первый квалификационный круг. Нужно выйти из последнего поворота, и на телефоне, на руле вы уже видите примерное время круга. 1 минута 4 секунды 38 сотых секунды. Это для сегодняшнего дня относительно неплохой результат. Это принесло мне 10 место на стартовой решетке. Надо сказать, что температура воздуха 36 градусов, температура асфальта еще больше, покрышки уже сразу горячие, до гонки греть не нужно было, поэтому условия жесткие. И сегодня сильно быстрого времени круга никто особенно не покажет, рекордов сегодня не будет точно. Во время расстановки картов по стартовой решетке кто-то что-то не так услышал, занял не свое место. В общем, какое-то время техники ходили, искали потерявшийся карт. Кому-то не хватило места, кого-то не назвали. В общем, расстановка сама длилась какое-то время. Все уже устали и хотят ехать. Все 38 картов на позициях, все ждут старта. И огни погасли. Все поехали! Старт. Старт всегда самое напряженное и интересное время в гонке, потому что нужно не проспать его, нужно выбрать позицию. Я стою достаточно далеко впереди, поэтому не случилось большой сутолоки, была квалификация. Все, кто впереди меня, едут быстрее меня, и, соответственно, пока нет аварии или чего-то подобного, мы все ускоряемся. Но некоторые справляются с управлением чуть хуже, чем другие. Происходят какие-то два варианта. Как только первые повороты пройдены, все встраиваются в такую длинную цепочку, стараются не потерять слипстрим от впереди идущих. Я тоже стараюсь это сделать, конечно, по мере сил. Нужно вспомнить, что зацепа сегодня меньше, карт скользит больше. Каким-то образом мне, похоже, получается немножечко достать до слипстрима впереди идущих и не отстать от лидирующей вот этой вот группы. Здесь тоже кто-то вылетел на повороте, не знаю, вытолкнули или он промахнулся сам. Я смог подъехать вплотную к гонщику впереди, прилипнуть к нему, наглядываться, не собираюсь ли его атаковать. Я не собирался, но потом он сделал рывок влево для того захода в поворот. Я понял, что это калитка для меня, случайно ударил в человека впереди, отдаю ему позицию, потому что, несправедливо его в бочину дал. Этот же обратно в голубой футболке протискивается обратно, ну ладно, попробуем с этим что-нибудь сделать. Они вместе проходят поворот, я от них чуть-чуть отстал из-за того, что меня чуть-чуть оттерли с траектории, и пытаюсь за ними удержаться. Они вдвоем передо мной, поэтому едут чуть быстрее в любом случае, потому что у них есть слипстрим, а у меня нет. И на прямых я от них отстаю все время еще больше. Но могу приблизиться к ним иногда на поворотах. Они иногда не идеально их проходят и замедляют. Тот, кто впереди, замедляет второго и третьего человека. Вот, таким образом проезжаю к первому повороту спустя круг, и при открытую калитку протискивается тоже очень опытный человек и уезжает вперед. Тут ничего не сделаешь. Я мог бы от него прикрываться, но боюсь, это было бы только хуже, он мог бы меня вообще вытолкнуть. Чувствую, что сзади меня подталкивают, и я знаю, что сзади меня целая группа из нескольких человек, и они нашли момент для того, чтобы меня атаковать. Получилось не очень удачно, но так как они втроем могут друг друга подталкивать,
Они делают еще одну попытку вот здесь и проходят просто всей пачкой, ничего тут не сделать. Только пытаться опять же уцепиться за них. Они внутри своей группы тоже борются. Это дает мне надежду. Я подталкиваю последнего и стараюсь держаться как можно ближе к ним. Не стараюсь выпихнуть с траектории, а затормозить вовремя, чтобы не столкнуть. И ускориться так же вовремя, чтобы не отстать. Но это не совсем получается. С ускорением у этого карта чуть хуже кажется. Только если бы не слепстрим, я бы не смог их догнать. Только в слепстриме получается подъехать. И еще вот ребята впереди борются друг с другом. Хотя могли бы тоже проехать еще пару кругов. Сейчас идет 6-7 круг гонки где-то. Осталось буквально несколько кругов до финиша. Но есть время еще для того, чтобы, например, сделать отрыв задел или попробовать догнать кого-то впереди, если кто-то ошибется. В общем, надежда всегда есть. Главное вести машину аккуратно. Вот впереди опять же борьба. Но позиция она мне никаких не приносит. Однако я остаюсь достаточно вблизи этой группы. Тоже как бы надежда всегда есть. Делаю лучшее, что могу, пригибаясь на прямых, на поворотах, откидывая, чтобы загрузить заднее внешнее колесо и получить еще больше зацепа. Сегодня это супер важно. Жара, пот застилает глаза, но ничего не поделаешь. Гонки проходят в любых условиях, и в дождь, и в жару. И это тоже как бы часть культуры. Всегда интересно. Здесь я чуть-чуть промахиваюсь мимо поворота, и коршун, который сзади меня ждал этого момента, пролезает. Он даже, мне кажется, не коснулся меня. Супер чистый обгон, супер чистый проход. Ничего не сделать. Молодец, дождался своего момента и нырнул в открытую калитку. Обидно. Буквально остается пара кругов до конца. То же самое, стратегия та же самая. Сохранять спокойствие, не ошибаться в поворотах. И во время борьбы переданной, вот опять ребята вдвоем едут рядом, значит, оба замедленные, чуть-чуть медленнее, чем если бы они ехали по идеальной траектории. Так что я присматриваюсь внимательно, сейчас стараюсь по миллиметрику съедать эти повороты, дотянуться до слепстрима, опять нагибаюсь к рулю, чтобы снизить лобовое сопротивление воздуха. Пролетаем шикарно, летим на полных парах к последнему повороту. Надеемся, что кого-то снесет. Помним, что нам нужно не снестись. Притормаживаем. Ребята передо мной борются. Я достаю до слепстрима. Вижу, что приходит человек уже махать флагом, похоже. Вижу, что идет борьба впереди. Захожу чуть шире, чтобы зайти чуть большей скоростью. Ребята поравнялись и, соответственно, опять же замедлились. Я выбираю траекторию внутри, успеваю протиснуться вслед за пилотом в белом шлеме и прохожу по внутренней траектории. Здесь нужно остановить, чуть затормозить, чтобы не вылететь из поворота. Ну вот мое 10-е место назад. Я получил его. Теперь можно защититься. Не слишком широко. Поглядываю краем глаза назад, вижу, что меня не догоняет этот человек за мной. По тени видно, что он не прямо за мной сейчас. И посмотрим, что из этого можно довести до финиша. Последний такой скоростной участок, последний поворот. Я захожу широко, торможу сильно, но остается немножко места, и человек с капюшоне пропихивается внутрь, выпихивает меня наружу, я ударяюсь об стенку, финиш. Если бы гонка продлилась еще больше, я бы потерял еще вот эту позицию. Я ужасно недоволен. Катаю человека буквально один поворот. Я помахал руками, он помахал руками. И мы поехали, в общем, в боксы. Впереди еще 2 гонки. Так, мы уже ждем старт второй гонки. На второй квалификации мы ездили вместе с Глебом. Вы его иногда можете видеть. Пилот в белом шлеме, белой футболке. И я на позицию 14 отклалился, он на 15-ю позицию. Он меня покатал. Этот карт хуже, чем у него. Несмотря на то, что карт не самый быстрый, я супер вовремя нажал на газ и не могу догнать группу впереди, но при этом нет обгоняющих меня сразу же со старта. Вклиниваемся в первый поворот. Догоняем всю эту большую группу, которая затормозили друг друга и дают нам шанс присоединиться к ним.
теряем пару позиций за счет ребят, у которых карты помощнее, или они тоже вели себя очень аккуратно на старте, нигде не пролетели в занос и так далее. И пропихиваемся вперед. Если в кого-то упираешься в первых кругах, нужно просто немножечко придавить на газ. Вот меня кто-то вытолкнул, помахал, что езжай вперед. Моя вина. Мы едем вперед. Кто-то вышел лучше, чем мы. Ничего не сделать, мы его не будем выталкивать. Зайду чуть шире, пристроюсь ровно за ним, чтобы толкнуть его в шикане и не потерять скорости. В надежде, что сможем отыграть эту позицию или еще где-то на прямой или в поворотах. Человек заблокировал колеса, я вышел лучше, чем несколько человек передо мной, догоняю Глеба, толкаю его, чтобы он проехал вперед. Надеюсь, что нашего слипстрима моего хватит удержаться за ним, но не совсем так получается. Приходится нырять внутрь этой группы уже, разбираться с каждым по отдельности. Меня выдавливает немножечко назад, ребят выдавливает вперед. Всего второй круг из 10, ужасно интенсивные гонки, но очень интересно. Малейшая ошибка тебя отталкивает назад на позицию 2, ошибка впереди ведущего, если ты вовремя заметил, дает позицию тебе. Вот, если я здесь, вот, например, не ошибаюсь, и не даю дорогу тому, кто сзади меня, я могу остаться на своем месте. Если он будет быстрее меня проходить, вот как сейчас, например, если ничего не могу сделать, развожу руками, захожу пошире и пристраиваюсь за ним. Оглядывается, не собираюсь ли атаковать. Я атаковать, нырять не собираюсь, потому что карта так скользит. Дайв-бомбить тут, мне кажется, очень жестко. У меня столько зацепа нет, и я потеряю только время и себе, и человеку, которого выбью. Видно, что время круга 1 минута 5 секунд с лишним, то есть это значит и борьба, и плохое зацепление. Вот этот человек не стесняется дайв-бомбить, залез в открытую калитку, привез с собой еще кого-то, но здесь я на внутренней траектории остаюсь внутри поворота, остаюсь впереди. Здесь точно так же захожу поуже, чтобы никто не влез еще и сюда. Здесь точно так же поуже. Стремлюсь вперед, добираться до группы впереди. Ребята передо мной тоже борются, поэтому шансы всегда есть, силы есть, надежда есть. Руль покрепче и едем вперед. Передо мной, видите, какая плотная достаточно группа. Сзади меня точно такая же цепочка из народа. Очень интенсивная, насыщенная борьба. Сплошное удовольствие. Здесь не пролетаю, немножечко даже налетаю на поребрик, чтобы не приоткрыть калитку. Оглядываюсь, никто ли за эту ошибку не хочет меня наказать. Вроде бы никого совсем рядом нет. Я отстаю немножко от группы впереди, но человек сзади меня был все-таки, разогнался и смог меня обогнать вот здесь. Это тот самый человек в капюшоне из прошлого видео. Человек умеет ездить, просто слегка грубовато иногда. Оглядываясь, никто не сидит ли у меня на хвосте опять. Ловлю ветер, пристраиваясь в траекторию, стараюсь, чтобы лишняя энергия не ушла в скольжение, а ушла в инерцию вперед. Тоже слегка откидываясь на поворотах и на прямых перегибаясь к рулю. Видим практически все позиции перед нами. Реально очень близкая борьба. Каждый выход может быть выходом в стену. Кто-то смещается от идеальной траектории, за ним все повторяют его движения, потому что хотят поймать этот ветер. Кто-то ловит, вот этот человек в капюшоне ловит слипстрим, вклинивается внутрь поворота, получает немножко преимущества. Здесь некоторая суета, обмен комплиментами. Ловим момент, проезжаем внутрь этого замеса. И получаю мощнейший пинок в задний правый угол моего карта. Так как тут резина и так работает на пределе, мне такого пинка хватило, чтобы я улетел вообще с трассы. Здесь я потерял сразу 13 позиций, с 18 на 31 место. Я машу рукой на человека в белом. Как он мне сказал, после гонки его пнул также другой пилот.
И уже вся эта инерция от них двух досталась мне. Ну что делать, так тоже бывает, к сожалению. Я немножечко обижен и раздосадован. И устремляюсь вдогонку за этой группой. На экране телефона видно, что этот пируэт стоил мне, кроме позиции, примерно 10 секунд, может быть 11 в сегодняшних условиях времени. Попробуем сейчас нагнать, что получится. Формат новый, но все равно достаточно гоночный, и мне кажется, совсем случайных людей здесь нет. Но весь пилотон, все 38 человек, разбились на своеобразные группы, дивизионы, и каждый борется с тем, кто ему близок по скорости или по уровню вождения. Вот, например, ребята тут, мне кажется, прекрасно получают удовольствие, опережая один другого, и у них все хорошо. Я тут вышел чуть лучше них и попробую обойти сразу обе эти две позиции. Оглядываюсь, что у них хватает места, чтобы их не впилились в покрышки. Но один меня подпихивает, я ухожу на обочину, но все равно остаюсь впереди. Приемлемо. Что ж, едем дальше. Таким образом, я добрался до следующей небольшой группы из двух ребят. Они борются друг с другом, поэтому, наверное, я смог к ним приехать там за 1,5 круга всего лишь. Один из них явно больше другого, но при этом ездит лучше, выбирает внутреннюю траекторию и заставляет другого из человека в синей футболке ехать снаружи. Вот, оглядывается, показывает: давай лучше ехать вперед, толкай меня, и мы догоним тех ребят впереди. Абсолютно прав. И вот те 3 позиции могли бы принадлежать вот этому вот дуэту. Я тоже особенно в борьбу не включаюсь, но человек захотел поехать вовнутрь. Я принимаю решение толкать Тему вперед. И таким образом мы вытесняем этого чувака. Я говорю: давай вперед, будь моим ветровым щитом. И мы поедем в этом тандеме за следующей группой. Ко второй гонке уже все разобрались более-менее со сцеплением, никто не пролетает мимо поворота, и поэтому я торможу достаточно близко к Тёме, могу ускориться достаточно близко к нему, могу его толкать на прямых. В сумме мы едем вдвоем быстрее, чем мы бы ехали по отдельности. Он откидывается на поворотах, загружает внешнее заднее колесо. Я-то делаю то же самое. На прямых он пригибается, я пригибаюсь чуть реже, потому что он закрывает воздух и так, и я чувствую меньше воздуха. Мы ставим свое зеленое время на лучшие сектора. Тем временем идет вообще-то 10-й круг этой гонки, то есть последний круг, осталось полкруга до самого конца. Надежды, конечно, догнать ту группу уже маленькие, но они всегда есть. Тёма отрабатывает на полную, сцепление на полную, сопротивление на минимум. Сзади от нас отстал человек, как я успел увидеть краем глаза. И мы проходим последний участок. Тёма ловит сцепление, пригибается и выезжаем на финишную прямую. Так, все, оглянулся, что никакой угрозы нет. Финиш. Отличная командная работа. Мы прокатились пару кругов вместе, кулачки. И поехали в питлейн на разборке. Что там случилось? И после небольшого перерыва, быстрого розыгрыша картов, мы переходим к третьей квалификации, а потом к третьей гонке. Я отстал ребят впереди для того, чтобы получить немного чистого воздуха, не надеясь на их слипстрим, пробовать проехать этот круг быстро. Но после всех этих гонок резина у картов разогрелась еще больше, сцепление с дорогой стало еще меньше, управлять стало чуть сложнее, всем, конечно, но этот карт тоже не совсем справлялся.
Вот, поэтому здесь я смог отквалифицироваться еще хуже. Моя стартовая позиция в этой гонке 26-я, со временем минута 4 секунды и 2 десятых. И справедливости ради, это на секунду и 1/10 медленнее, чем у человека топ-1 квалификации. То есть борьба очень плотная, все едут очень близко друг к другу. Итак, начинается третья гонка. Огни где-то там вдалеке. Я на 26-й позиции из 38. Гаснут огни. Мы стартуем. Нас обгоняет велосипед технической поддержки, гонки. И, наконец-то, мы тоже можем его обогнать. Я старт всегда нажимаю неплохо, и это всегда отличный показатель того, какой оказался у меня карт. То есть вы видите, что здесь просто на старте меня прошло несколько человек, хотя их там было сзади не так уж и много. Вот, я понимаю, что эта гонка будет такая на больше социальное взаимодействие. Вижу перед собой Тему, который пробивает всю эту толпу как танк. Он выбирает траекторию, и остальные уже под нее подстраиваются. Мне такая тема подходит. Скорости у меня сегодня будет немного. Так что, кажется, моя задача сейчас догнать Тему и так же, как мы ехали в прошлой гонке, проехать с ним в этой гонке тандемом. Я ему даю чуть мощности, которые у меня есть, он мне дает инерцию, зацеп и защиту от ветра. Вот, а пока до него еще целых 3 позиции, человек передо мной оглядывается, не собираюсь ли я его атаковать. Обязательно собираюсь, не сейчас, так чуть позже. Выхожу напрямую, отъезжаем мы вместе от идеальной траектории, он, чтобы закрыть мне внутреннюю на этом повороте. А я атаковать не могу, я его даже за время всей длинной прямой не смог догнать и приблизиться. Только в повороте я могу чуть-чуть приближаться. Вот сейчас видно, что здесь или приотпускает газ, или тормозит чуть раньше, чем я. Даже смог обогнать кого-то. Точно так же мы хотим обогнать этого человека, раз его обогнал кто-то другой, значит и мы сможем. Логично, логично. Вот. Белый шлем все время оглядывается, видимо, его раньше часто обгоняли и оставили эту психологическую травму. Как нас учит Глеб и Тёма и все опытные пилоты, не нужно слишком сильно оглядываться назад. Кто быстрее, он все равно тебя обидит, кто медленнее, то от того и нечего защищаться даже. Правильно? Правильно. Я говорю, давай, едь, не оглядывайся. Видите, что я вышел нормально, но карт еле-еле смог приехать только к концу этой прямой до человека впереди. У меня, что у него выход получился не очень, так что даже меня смог объехать человек прям по правой, по внешней стороне едет. Я чуть-чуть не удерживаюсь на внутренней и выталкивал на обочину, поэтому приотпускаю газ и показываю, чтобы он проезжал вперед меня, как я его вынудил съехать на обочину, что некрасиво. Здесь позиции мне все равно за 20, я сильно не переживаю, понимаю, что лучше проехать аккуратно и в удовольствие, и тем более, что это не борьба там за первые 3 или даже 5 мест. Перед нами прекрасная формация, как будто бы старт сходу. В последнем повороте очень плотная группа. Присоединяемся к движухе, конечно же. Тут у нас дрэг-рейсинг, я присоединяюсь к Тёме и пытаюсь его протолкнуть вперед. У него получается даже чуть больше скорости, он выставляется боком, пролетает поворот боком, оставляя ему чуть места. Ну, ничего не сделать, чувака мы пропихнули вперед. Смотрю на Тёму, что он будет делать, оставляя ему место впереди и пристраиваюсь сзади. Мы найдем момент, чтобы обогнать этого человека. Тёма с этим практически справился, пытается перекрестить траекторию, чтобы выйти чуть лучше к следующему повороту.
но разница в скорости сказывается. Я оказываюсь внутри, он оказывается снаружи. Я не хочу гасить скорость свою, которая и так немного, поэтому просто съезжаю на внутреннюю и все равно отстаю, даже несмотря на то, что я не отпускал газ. Вот так вот мы сегодня катаемся. А он все равно подъезжает к группе впереди, даже внутри проезжает и вытесняет кого-то наружу. Машет, извинительно машет ручкой. Пользуется слипстримом человека спереди, не пролетает теперь этот поворот. Я точно так же не пролетаю этот поворот, пытаюсь к нему подключиться, пристыковаться, но даже напрямую отстаю. Не унываем. И чувствую, что ко мне сзади кто-то приехал, машу ему рукой: давай вперед, давай лучше организуем паровозный слипстримный или слипстримный паровоз, и когда будем уже в топ-5 позиции, разберемся. А пока давай ехать вперед. Пропихивай немножечко Тему внутрь, он и так ехал внутри, и тут ничего не сделать. Меня обгоняет какой-то человек, подключаясь к нему. Я готов подключиться к кому угодно, кто будет передо мной, лишь бы это было не так далеко. Он оглядывается, буду ли я атаковать? Нет. Я буду проходить поворот идеально, чтобы хоть как-то ехать по прямой. Я вышел лучше, явно. Но не могу догнать, карт передо мной. О, вот догоняю. Чуть-чуть подталкиваю. Нет, не поеду внутрь, зайду шире, чтобы пронести скорость. Откидываюсь. Тёма откидывается, там впереди видно тоже. Этот человек, наоборот, делает контр-откидывание. Внутрь поворота отклоняется. По крайней мере, головой. Отлично, заезжаем в шиканы. Здесь я смог залезть ему под ногти, вытолкнуть немножечко наружу и приблизиться к Тёме. Мы едем вперед к подиуму. За этот круг я смог подъехать немножко поближе, настолько, что смог даже толкнуть его вперед в шикане. Он получил эту инерцию, я потерял немножечко из-за этого ход, притормаживая перед последним поворотом, и пилот сзади меня толкает, так что я вылетаю в небольшой занос, теряю всю скорость, которую проносил в повороте. Показываю, что офигенно, чувак, теперь мы оба дальше, чем были раньше. Я показываю, что Тёма теперь от нас в 15 метрах, а был там в 2, например. В общем, командная работа, всегда командная работа. Последний поворот, последняя прямая, клетчатый флаг. Мы приезжаем на почетном 22 месте. Стартовали, напоминаю, с 26-го, выиграли 4 позиции. В целом офигенный был формат, гонки супер насыщенные, короткие. Не успеваешь особенно привыкать к своему карту, нужно приноравливаться к управлению. Но так как это проблема у всех, то все в более или менее равных условиях, ты достаточно часто меняешь карты, и есть возможность как хорошенько заехать наверх ближе к подиуму, так и наоборот провалиться вниз, особенно в условиях такой жесткой борьбы. Но множество стартов, которые можно испытать вот буквально в рамках 1 часа, сразу 3 старта еще и после квалификации, это супер офигенно. Вот это послестартовая суета, вообще не очень часто переживаешь такой опыт. Это по сути 1 раз на гонку, а тут всего их 3 подряд. Очень классный опыт. Рекомендую, и если будет снова, я постараюсь опять же принять участие. Всем офигенного дня, вечера или утра, когда вы смотрите это видео. Пока!